хорошо пошла. А когда она приплывет или не приплывет, что мы дальше делать будем? Дальше будем думать в зависимости от результата эксперимента. Кристин, не снимешь меня? Нет. Я уж думал, зря снасти волок. Давай, сматывай свои снасти. Пойдем. Че, приплыла дубина твоя? Нет, не приплыла. Ну куда ты дойти собираешься? Пойдем по реке, может, где зацепилась. Слушай, может, вы без меня сходите, а? Все равно на то же место придете. Да Я слушай, пока еще рыбы половлю. не надо нам сейчас разделяться. Мы же не знаем, что это за аномалия тут такая. Пойдем. Я только отдыхать начал. Недалеко она уплыла. Слушай, если собираешься позвать экспериментировать, предлагаю вернуться на то место. Там клевало отлично. Не-не, вперед пойдем. Если закружит, все равно на то место придем. Слушай, может, все-таки деревяшку запустим? Вдруг поможет чем, а? И за ней пойдем. Алекс, твое любимое место. Ага. Интересно. Так, круг получается где-то километра 3, да? Если предположить, что это какое-то уникальное геофизическое явление. Допустим, теплая река впадает в озеро, большую часть которого занимает остров. Пока вода огибает остров, она остывает и покидает русло через другое, подземное какое-то русло. Таким образом... Слушай, а почему мы тогда там заблудились? Надо еще кружок сделать, чтобы понять, какой из этих берегов остров. Да что это Очень нам хорошо, даст-то? Очень хорошо. Я как раз пока лагерь разобью, я обед приготовлю. Нет, Алекс, нужно вместе. Чего вместе? Ну нафиг вместе по кругу ходить. Какой смысл-то? Слушай, а тебя вообще-то... Рюкзаки оставляйте свои тоже. Кристинку оставляйте. Я ее займу тут чем-нибудь. Останешься? Ну, сходи, погуляй. Рюкзаки Я говорю, тебя вообще-то не беспокоишь, что мы выйти-то не можем, а? Почему не можем? Можем, мы просто не выходим. Это что ты решил эксперименты ставить? Ну ты же сам по кругу ходил. С первого раза выйти не получилось, со второго может не получиться. Если выйти трудно, это не значит, что выйти нельзя. Это место необычное, очень даже. Мне нравится. Тебе просто интересно разобраться, как это устроено, а мне и так хорошо. Лиза, что она там долго так? Позови ее. Кристина! Кристина, у тебя все в порядке? Слушай, сходи посмотри. Только так, чтобы я тебя видел, ладно? Хорошо. Кристин! Кристина! Блин. Антон, ее тут нет! А? Нет ее! Блин. Ну что за фигня-то, а? Слушай, может быть, она к Алексу пошла или... Тихо. Там, пошли. Давай вместе держаться. Сейчас! Не отставай, не отставай, говорю. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Что? Слушай, я не отставала вроде. Ты если видишь, что ты отстаешь, ты хотя бы скажи, чтобы я подождал. Слушай, я все время рядом шла, я только на секунду в камеру посмотрела. Тихо, ладно. Туда. Прекрасно, блядь. Лиза!
Блядь, да что ж за ёб твою мать-то? Ну что, их привязаны все, что ли? Лиза! Господи. Антон! Антон! Черт. Вот, сука, ебаная американская аномалия, а? Ты чё, блядь, думаешь, я вот так вот возьму и потеряюсь? Хуй ты угадала! Примерно 40 минут назад Кристина попросила сделать вынужденную остановку. Она зашла за холмик и пропала. Мы с Лизой отправились на ее поиски. Где-то примерно минут 10 назад мы потеряли друг друга из вида, несмотря на то, что прилагали ощутимые усилия не потеряться. Сейчас я нахожусь посреди леса. Я не слышу голосов Лизы и Кристины. Вероятно, они моего голоса тоже не слышат. Поэтому сейчас я попытаюсь выйти к реке и дойти до Алекса, чтобы с ним вместе начать поиски. Я постараюсь идти тем же путем, как и пришел сюда. Может, надо на месте стоять? Или к реке вернуться? Антон! Антон, я здесь! Антон! Антон! Лиза! Лиза, ты что, не слышала? Я тебя звал, что ли? Лиза, где тебя носит, блин? Лиза! Лиза!